Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Давненько у нас на канале не было обзоров на различные сборки Windows. Исправляюсь. Сегодня мы с вами посмотрим на одну интересную сборку, которая мне очень даже и понравилась и завлекла меня, а именно Windows XP Data Edition. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, раскройте вам канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек с эмоджиком и погнали. Будет очень интересно. Ну что ж, дорогие мои друзья, загружаемся с установочного диска данной сборки. Она, кстати, на английском языке, то есть здесь нету, к сожалению, русского языка. Но, тем не менее, хочу сказать цель данной сборки. Цель данной сборки — вернуть функционал Windows XP, который был когда-то в бета ее версиях, а именно Windows Whistler. Это бета-версия Windows XP, если кто не понял. А также вернуть сюда приложения из предыдущих версий Windows, такие как Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows 9X. То есть из систем Windows 9X. Что можно сказать? Этот проект мне очень понравился и на данный момент он находится в стадии беты. С вами в этом видео мы рассмотрим бету версии 2.1. Это самая свежая бета, которую мне удалось найти. Говорят, еще в сети интернет есть бета 3. Данной сборки, ну это про версию идет речь. Но, тем не менее, я ее найти не смог. Поэтому посмотрим, ребята, бету 2.1. Так, размечаем, ребята, диск. Здесь ничего прямо такого масштабного и интересного вы точно не увидите. Но зато вы увидите эксклюзив, английская версия. Кстати, в инсталляторе тоже указано Windows XP Data Edition. А дальше обычная процедура копирования файлов. Единственное отличие — это только язык. Язык здесь системы, как я уже в начале видео сказал, английский. То есть здесь нету русского языка, к сожалению. Русификатора в интернете тоже нету, я тоже эту всю информацию находил. Ладно, друзья, давайте дождемся процесса копирования файлов. После завершения процесса я обязательно возобновлю запись, и мы с вами взглянем на графический этап установки систем. Итак, процесс копирования файлов закончился, и мы с вами видим загрузочный экран Microsoft Windows XP Data Edition. Естественно, копирайт Microsoft. Он, кстати, немного необычный. Так, дальше у нас пошла распаковка архива какого-то. Так, идет еще подготовка к установке и... Опа, ребята, смотрите, у нас графический этап установки полностью из оригинальной Windows XP. Что говорит о том, что интерфейс установки здесь толком не менялся. Единственное, что пока я увидел из изменений по сравнению с обычной Windows XP, это загрузочный экран. Он сильно напоминает бета-версии Windows XP. Почему? Потому что в бета-версиях Windows XP, насколько я помню, был такой загрузочный экран в какой-то период времени. Что можно сказать? Идет установка как обычно. Единственное, везде написано Windows XP Data Edition, вот Windows XP Delta. Но тем не менее, мы с вами установим эту сборку в этом видео. И естественно, мы с вами ее посмотрим, что это такое. В общем, ждем, пока завершится этот этап установки. Я пока приостановлю запись. А если что-то будет интересное на этом этапе установки, я запись возобновлю. Если нет, то увы нет. А пока завершалась установка устройства, у нас тут появился графический инсталлятор установки. Настройка параметров, здесь она элементарная. Язык, ключ продукта и так далее. Так, русской раскладки нету, поэтому мы пишем имя, организацию не пишем. Далее и, естественно, ребята, ключ продукта. Но ключ продукта вводить — это стандартная процедура, здесь ничего интересного. Так, друзья, я ввел ключ продукта, он, естественно, подошел. И теперь здесь настройка даты и времени. Давайте свой часовой пояс укажем. Вот этот часовой пояс, эту галку убираем, нажимаем Next. И продолжается установка операционной системы. Пока тоже поставлю запись на паузу. Если будет что-то интересное, я обязательно запись возобновлю. А нет, уже пока не надо этого делать, потому что тут обычная настройка, ребята, сети. В общем, как только появится что-то интересное, я сразу же включусь. Ну что ж, друзья, первый этап установки уже закончился. О, не первый этап установки, а второй этап установки, простите за ошибку. Перезагружается виртуальная машина, и мы видим тот самый знаменитый загрузочный экран. Вот такой черно-белый с надписью Microsoft Windows XP. Смотрим, что будет дальше. Дальше у нас появляется вот такой экран. Что-то курсора я не вижу. Ну, наверное, он, естественно, тут есть. Или, возможно, OBS так захватывает.
Нет, есть, посмотрите, это этот же фон, который мы можем увидеть в оригинале Windows XP при установке. Так, смотрите, на экране тут первоначальная настройка выглядит примерно вот так. Microsoft Windows XP вызовет Blaze White, точнее, Data Edition и копирайт компании Microsoft. Ого, видали, здесь даже год. Обычно здесь написано 1985-2001, как вы уже помните. Здесь 2022. Это говорит о том, что это проект 2022 года. Кстати, ладно, давайте мы с вами подождем и посмотрим, что произойдет прямо сейчас. Возможно, появится первоначальная настройка. Итак, смотрим, что сейчас будет. Ого! Какая красота, ребята! Microsoft Windows XP Data Edition. И первоначальная настройка в стиле Windows XP. Посмотрите, ребята, это волшебник. Это помощник, ребята, из бета-версии Windows XP, Windows Vista. Давайте мы посмотрим, какая красивая анимация. Давайте я его скрою. Так, открыть. Посиди здесь. Вот он, этот помощник. Первоначальная настройка здесь элементарная. Настройка обновлений, имя пользователя, проверка подключения к сети. Ребята, ну почему? Потому что виртуальная машина подсоединена к интернету. Мы можем пропустить этот этап без проблем. Так, нет, не надо нам регистрацию. И давайте имя пользователя напишем на английском, потому что тут нету русской раскладки клавиатуры. Так, спасибо. То есть, да, все настроено. Нажимаем финиш и ждем чуда. Экран приветствия тут заменен. И это экран приветствия из бета-версии Windows XP, ребят. Вот рабочий стол данной операционной системы. Мы с вами обязательно полазим по системе. Но единственное, что я хочу, вот смотрите, здесь кнопка пуск уже другая, чем в оригинале Windows XP. Прежде чем продолжим, давайте мы все-таки поставим на виртуальные драйвера, чтобы было легче работать и можно было разрешение экрана нормально поставить. Вот так, меню Workstation, установить. Нажимаем и давайте установим сюда пакет VMware Tools. Это и есть виртуальные драйвера к виртуальной машине VMware. Этот процесс я целиком показывать не буду. Все, ребята, я уже успешно установил виртуальные драйвера. И как вы уже слышали, это новый звук запуска. Так, у нас тут дисплей настройки. Давайте разрешение экрана поменяем. Так, давайте поставим по максимальному. О, посмотрите, какой ползунок. Красивый. Интересный. Так, применяем. Yes. Окей. И все кладем на место. Вот так вот выглядит вот эта сборка Windows XP Data Edition. Я обратил внимание, что тут нету двух панелей. Это языковая панель и панель запуска. Панель запуска, по-моему, она выключена. Да, она выключена по умолчанию. Давайте ее включим. Вот. Стандартные значки Internet Explorer свернуть все окна. Так, это скрывать значки, по-моему, неиспользуемые. Нажимаем ОК и давайте посмотрим, полазим по самой винде. Первое, что мы сделаем, посмотрим свойства системы. Так, смотрим свойства Microsoft Windows XP Data Edition версия 2022. Service Pack 3. Основана на Service Pack 3. Процессор мой корректно определяется. И посмотрите, какой логотип операционной системы сзади на прекрасном фоне. Это просто. А так, все по классике. Настройки операционной системы. Так, идем в меню пуск. Кстати, я уже показываю иконку меню пуск. Смотрите, тут у нас сразу MSN программа, Windows Media Player, Messenger, обучение и так далее. Мы сейчас все это посмотрим. Смотрите, какой интересный значок у команды выполнить. Человечек, ребята, бежит. Это реально прикольный значок. Давайте, например, Winver. Тут у нас Microsoft Windows XP Data Edition тоже. Ну, в общем, все как обычно. Посмотрите еще на панель задач. Когда у приложения здесь отображается так называемая кнопка. Посмотрите, какая она объемная. Посмотрите, какая красота. И посмотрите, как это выглядит. Как будто это часть панели задач, может так. А с открепленной панелью задач это красиво смотрится. Тут у нас есть какой-то редмаре. Посмотрите, ребята, какой здесь... смотрите, тут прямо тень под шрифтом. Я такого еще не видел. Тень под текстом, точнее, простите. Да, ошибочку небольшую. Посмотрите, тут можно почитать подробное описание. Часто задаваемые вопросы здесь. Кто создатель данной сборки. Подробнее тут можете почитать. Также тут есть какие-то заметочки. Тут что типа изменено, тут что исправлено и так далее и тому подобное. Так, посмотрим, ребята, темы. Какие тут есть темы? Windows XP. Но это классик. Это классика. Это стандартная тема Windows XP.
Так, идем дальше. Ватер-коры. Вот это уже интересная тема. Это точно тема из бета-версии Windows XP. Это в Визлере такая тема была, насколько я помню. Какая, ребята, красота. Смотрите, какая красота. Это все, ребята, 2000 год, 2001 год. Это просто... Визлер, вот она по умолчанию стоит. Стоит уже. Ну и Windows Classic. Но это Classic. А-ля Windows 95, 98, ME, 2000. Это все Classic. Давайте оставим вот эту тему. Ватер-коры, давайте ее поставим, она прикольная. Ну, можно хотя бы поставить и вот эту Визлер. Давайте эту Визлер. Тут я вижу у корзины этот значок очень сильно напоминает пакет из пятерочки. Вот это интересный факт. Так, я не посмотрел, ребята, обои. Но обои здесь, скорее всего, как из бета-версии, так и из самой простой Windows. Да. Ну да, тут все стандартные обои, которые есть в Windows XP. Ну, кроме парочки. Тут есть какая-то интересная обоина. Это G-Phone, но с надписью Microsoft Windows XP Data Edition. И Windows XP 2465. То есть это обоина из сборки под номером 2465. Во. Согласитесь, какая красота. Так, посмотрим программы. Что тут по программам? Смотрите, что тут у нас есть. У нас тут есть, ребята, смотрите. Часы. Ребята, есть. Это часы, ребята, из самых первых версий Windows. Реально, эта программа еще со времен Windows 1.0, 2.0, 3.1. Это классик. Просто классик. Так, что у нас тут еще по программам есть? Просмотр буфера обмена. Это программа из Windows 2000, по-моему, если я не ошибаюсь. Позволяет просматривать, что тут есть в буфере обмена. Выходим из программы и смотрим дальше, что у нас тут происходит. Так, командная строка, адресная книжка. Так, у нас тут программы спецвозможностей. Из развлечений тут есть CD-плеер, ребята. Это программа из Windows 2000. Такая программа в Windows 2000 есть. Очень классная программа, это проигрывать CD-диски, насколько я помню. CD были актуальны еще в то время. Это классика. Так. Естественно, тут есть проигрыватель Windows Media, но к нему чуть попозже перейдем. Блокнот и Paint. Стандартный блокнот и Paint. Ничего тут, в принципе, нового. Стандартный блокнот и стандартный, ребята, Paint. Давайте Paint посмотрим. Ну, Paint, я думаю, здесь классический. Да, так и есть. Классический Paint. С красивым, необычным дизайном темы вот. Давайте что-нибудь напишем. Я напишу то, что первое в голову приходит. ПК. Обычный, ребята, Paint. Только тут иконки немножко, кстати, другие, чем в Paint от оригинальных. Звуки здесь, кстати, некоторые так и остались, как это было и в Визлере, а потом уже в финальной версии Windows. Дальше у нас тут есть программа Tutorial Windows Vizsla, ребята. Это, ребята, туториал, встроенный Windows Vizsla в бета-версию Windows XP. Кто Vizsla помнит, те помнят это. Это еще во времена актуальности Flash. Анимации. Блин, это такая классика. Так, справка нам сразу же говорит до свидания, ну ладно. Ну вот, и что, будет дальше ничего не происходит? Ну ладно. Покинем мы туториал по Windows Vizsla и посмотрим туториал по Windows XP. Это оригинальный туториал из Windows XP. Давайте его посмотрим. Это, ребята, туториал, который уже в финальной версии Windows XP присутствует. Там еще есть туториал, ребята, из бета-версии Windows XP. Мы с вами его посмотрим. Давайте пропустим это интро. Я что-то его пропустил. А, не, пропустил. Так, тут можно выбрать, что-нибудь посмотреть. В общем, стандартный, ребята, туториал из финальной версии Windows XP. Может. Так, Best of Best. Business. Robust, reliable. Да, хорошая вещь. Я не знаю, кто пользовался этим туториалом, но если вдруг пользовались, это хорошо. Вот, туториал Windows XP Beta 2. Давайте посмотрим это. Welcome to Windows XP from Microsoft. Да, тут the new отличие version есть, of тут Windows нельзя that интро brings your пропустить. А PC нет, to life. можно, извините, Experience я the не увидел. best. Experience Windows XP. Safe and easy personal. Да, тут немножко Thanks to по-другому. Windows XP, Здесь personal кнопки, здесь computing just got a только whole lot 4 easier and категории. more fun. А в туториале, который был в финальной версии Windows XP, было 5 категорий. Faster, smarter, safer.
Windows Да, XP это все, packs ребята, the punch здесь you need показывается for top бета-версия performance and Windows XP. enjoyment. Бета. You get all the power and Ребята, Вислер. dependability. Легендарный Вислер. Так, посмотрим еще по программам игры. Ну, тут игры все абсолютно стандартные. Давайте посмотрим проигрыватель Windows Media. Это 9-я, ребята, версия проигрывателя Windows Media. Насколько я помню, это версия с Windows Millennium Edition, так как значок сильно намекает. Ну, конечно, страницу тут он не откроет, потому что сильно протокол поменялся. Посмотрите, какая классика, ребят. Тут еще такая категория премиум сервис. Премиум, но мы не откроем их, потому что браузер тут старенький уже, к сожалению. Тут 6-я версия, по-моему. Обложки стандартные, то есть 1-я, 2-я, 3-я. Это стандартные, ребята, обложки. Так, переключимся обратно, наверное, на стандартную. Но хотя это уже не обязательно. А также тут, насколько я понял, 2 Windows Movie Maker. Вот первый из Windows XP. Вот давайте даже 2 откроем. Вот первый из Windows XP Movie Maker, а второй из Windows ME. Вот, ребята, посмотрите. Посмотрите, этот из Windows Millennium Edition. А вот этот, как я уже говорил, из Windows XP. Разные версии. Вот это круто. Вот это круто. Так, Windows Movie Maker, MSN. MSN это, насколько я помню, типа там сервисов от Microsoft. Тут у нас MSN Installation Version. Интересно, он подключится к нему. Ну, наверное, сервера не работают сейчас. Посмотрите, какая бабочка. Ребята, посмотрите, как она красиво крыльями хлопает. Это прекрасная анимация. Так, я так понял, он не подключится, наверное, да? Ну да, не получается соединиться. Не получится, зато тут ярлык Windows MSI Install. Так, посмотрим, что у нас тут еще много интересного есть. Так. О, тут есть, кстати, программа. Несколько интересных программ. Program Manager, ребята. Program Manager, диспетчер программ, был основным Windows 3X. Ребята, мы можем здесь создать персональная группа программ. Мы ей можем имя даже тут без проблем дать. И можно создать тут стандартную программу. Общую. Типа реально, это такая классика, ребята. Эта программа активно использовалась именно в Windows 3. Ребята, самой обычной XP я ее запустить не мог. А здесь она запускается без проблем. Также тут есть программа Welcome to Windows. Это переделанная программа из Windows 2000. Регистрация Windows XP, туториал и соединение с интернетом. Посмотрите, ребята. Какая красота. Нулевые годы. 1999 даже год, так как 2000 вышло в этом году. А ME вышел в 2000 году ровно. Но в принципе тут я пока ничего интересного больше не нашел, хотя тут есть другие программы, которые были взяты либо с предыдущих версий Windows, либо с бета-версии Windows XP. Так, System Information, это у нас сведения о системе. Так, по дизайну пройдемся, ребята. Тут у нас на черном фоне логотип Windows, а не так, как в финальной версии Windows XP. Дизайн тем я вам уже показывал, это хватит. А также тут все как обычно, типа там дизайн операционной системы. Вот. Тут еще некоторые, конечно, тут файлы на диске. Ну а так, все идентично обычной версии Windows. Так, давайте панель управления откроем, посмотрим, что у нас тут интересного нас ждет. И тут смотрите, ребята, некоторые значки еще с бета-версии Windows XP, ребят. Некоторые. Тут вот этот интересный значок, он был в Вислере. И вот этот значок был в Вислере. Security Center. Центр здесь был. Такой же, как и Windows XP. Появился он, по-моему, с Service Pack 2. Перейдем к классическому виду и посмотрим тут какие аплеты. А, в принципе, ничего обычного. Обычные аплеты из оригинальной системы. Так, я не вижу тут установку удаления программ. Давайте откроем установку удаления программ. Хотя тут софта очень мало. Здесь Microsoft Visual C++, виртуальные драйвера и, конечно же, программа MSN, которую я запускал недавно. Иконки на панели задач — это просто красота. Просто красота. А так тут все стандартные аплеты панели управления. Обычные там security, настройка звука. Тут есть много интересных звуков. Ползунок красивый, я уже как-то показывал. Кстати, тут другой звук завершения работы, можете его послушать. Во, ребята, вот такой красивый звук. И звук еще запуска здесь заменен. Давайте его тоже посмотрим. А нет, он один и тот же. Что звук завершения работы один и тот же, что этот звук.
Так, посмотрим дальше. Ну, в общем, ничего прямо нового. Так, Ишак. Internet Explorer. И он тут версии, по-моему, 6. Да, 6-й Internet Explorer, который входил в состав вместе с Windows XP. Он как раз был разработан, точнее, разработка его была завершена как раз 25 октября 2001 года. Красота. Но на сайты никакие он, конечно, не зайдет, потому что браузер морально устарел и уже не понимает протоколы HTTPS или там... Конечно, мы на Google, например, зайдем, но мы не зайдем на ресурсы, например, YouTube. Мы не зайдем, естественно, потому что протоколы поменялись, интернет поменялся и т.д. Что я могу, ребята, сказать про данную сборку? Этот проект очень мне понравился. Этот проект позволяет посмотреть, какие были программы и функции из Windows Whistler, а также здесь были вернуты приложения из более ранних версий Windows, из 2000, из ME и так далее. Хочу, подведя итог, сказать, данная сборка действительно меня очень заинтересовала, она мне понравилась, я надеюсь, она вам тоже понравилась. Сразу хочу сказать, что в интернете вы сможете без проблем скачать данный, можно так сказать, шедевр. А правильнее сказать, сборку, которая вас погрузит в нулевые года, когда еще разрабатывалась легендарная операционная система Microsoft Windows. На этой чудесной и классной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайте маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях и не забудьте, пожалуйста, по возможности или по желанию поддержать мой канал донатом. И также подписаться на меня в других социальных сетях, чтобы быть в курсе всех интересных новостей. Все ссылочки будут в описании под этим видео. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.